Привет, ребятки! Я прилетел на всеми известный остров Хайнань. У меня с собой отличная камера, дрон, супер хорошее настроение, неделя свободного времени, китайская подруга рядом со мной. Друзья, у меня просто нет причин для того, чтобы не сделать лучший выпуск про остров Хайнань на русскоязычном YouTube. Не слабая такая заявка, да? Но я это сделаю. Погнали! Я знаю, что такое острая еда, но это что-то люто. Природные места, но здесь очень качественные дороги. Баранина. Баранина. Он просто привез нам ее по нашему адресу. Ну, мы готовы. Хайнань. Наверняка вы слышали уже это название и даже знаете, что это такой остров на юге Китая, куда можно отправиться на отдых зимой. А именно в город Санью, и там будет много русскоязычных туристов, теплое море, фрукты, ну и так далее. Но вы только представьте, площадь острова почти 34 тысячи квадратных километров, а это в 13 раз больше Москвы и в 6 раз больше всеми известного острова Бали. Друзья, именно в этом выпуске я покажу абсолютно другой остров Хайнань, где не будет толп туристов, а будут шикарные природные локации, пустые пляжи, серфинг, горы, водопады, но при этом развитая инфраструктура и хорошие дороги. Итак, давайте по порядку. Хайнань имеет 2 международных аэропорта. Вокруг всего острова проложена скоростная железная дорога, что очень-очень удобно для перемещения между городами и аэропортами. Я прилетел в город Хайкоу и на скоростном поезде поехал в серферский город Ванин в гости к своей китайской подруге. Мы вместе с ней неделю будем ездить по природным локациям, пробовать разнообразную местную кухню и рассказывать вам о достопримечательностях этого острова. Я обязательно дам полезные советы, расскажу про основные приложения, которые популярны в Китае и помогут вам комфортно путешествовать и находить самые топ-места. Поэтому, ребятки, обязательно смотрите видео до конца. Желаю приятного просмотра. Я прибыл на свою окончательную точку, остров Хайнань, город Ванин. Здесь меня встречают таксисты. Как будто в Адлере на вокзале. Если вы не хотите вот таким путем перебираться, на самом деле они и ценник обычно дороже предлагают. Сервис доступный всем, очень удобный, находится в приложении WeChat и в приложении Alipay внутри. Называется сервис Didi, по которому можно передвигаться на такси по всему Китаю. Это супер удобно, всегда низкие цены, поэтому знайте. Это мой водитель. Я не знаю, стоит ли мне переживать просто когда. Сейчас у нас будет очень интересный ужин. Мы пришли в ресторан, это Hot Pot ресторан, где готовят на кокосовой воде. То есть большая, так сказать, кастрюля за столом, куда заливается кокосовая вода как основа, разные специи, и вы уже за столом бросаете туда разные овощи, мясо, курицу, морепродукты, то, что выберете. Сейчас покажу. Hot Pot — это вообще очень популярное китайское блюдо. Они готовят его в своих семьях дома, много ресторанов, делают это спайси, очень, не очень. В общем, разновидностей много. Итак, заходим в ресторан. Очень популярный. Нам, друзья, пришлось ждать, чтобы попасть сюда вовнутрь. Пришлось ждать несколько столиков. Нихао. Так, вот так выглядит Hot Pot стол. Смотрите, здесь у нас плита, где будет это все готовиться. Тут что-то у нас чаи. Ну, в общем, сейчас освоюсь, расскажу. В общем, у меня сегодня у моей сестры день рождения. Я хочу ее поздравить. Попросил Веру сказать с днем рождения на русском языке. Мы учимся это делать. Окей, let's try again. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. 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 Д. Can you say Д? Да. Н. Да. Рождения. Рождения. Окей.
Фейшенхау. À la Sydney. С днем рождения. И с днем à la Sydney. Начинается подача нашего хот-пота. Нам принесли кокосы. Сейчас она будет все это заливать. Окей, заливает воду. Все делают на глазах. Смотрите, какая милая девочка. Милая девочка. Заливает кокосовую воду нам. Так, вот у нас 3 кокоса. Сейчас это будет все вариться. Вот наш герой вечера. Это дуриан. Так, наша водичка закипела. Oh, it's sugar. А, sugar. 榴莲 sugar. Окей, дуриан, это Дуриан sugar. сахар дуриановый. Сейчас у нас будет сам дуриан. From Thailand. 从泰国来的。 Здесь у нас курочка. Смотрите, курица прям с лапами. Ну, то есть вот почему бы их не убрать, да? Но здесь любят такое. Вот смотрите, вон всякие крылья, лапы. Хорошо, что тут головы еще нет. А так, типа головы, гребешки петухов. Все закидывают. Хот-пот, на самом деле, это очень быстрая готовка. То есть, казалось бы, мясо, да, у всех понимание, что его нужно варить долго. Я не знаю, что они с ним делают, но вот нам сказали, типа, 5 минут, и уже можно есть. Ну как вот курица за 5 минут варится, не знаю. В моем понимании курица, типа, минут 30 готовится. И все хот-поты, они, видимо, пропитывают их чем-то или тонким слоем нарезают. Когда, опять же, говядина, другое, все это очень быстро готовится. Спонсор монтажа моих роликов, которые вы сейчас смотрите, компания «Полезный маркетолог», которая приглашает вас вступить в бесплатный телеграм-чат и развиваться вместе. Итак, 5 причин для того, чтобы вступить в бесплатный телеграм-чат. Первое. Около 1000 единомышленников, которые работают удаленно. Вы можете спрашивать советы и получать ответы на все ваши вопросы. Второе. Бесплатные курсы в подарок по созданию сайтов и настройке рекламы. Третье. Каждый четверг онлайн-встречи в формате мастер-майнд, где каждый помогает друг другу расти. Четвертое. Если вы хотите создать удаленное маркетинговое агентство, Миша Ушаков поможет вам это сделать. Пятое. Ну и, конечно, в этом чате вы можете найти себе как исполнителя, так и клиента. Что сказать, ребятки, вступайте в бесплатный чат и забирайте подарки от моего хорошего товарища Миши, руководителя компании «Полезный маркетолог». Ну а мы продолжаем смотреть выпуск. Смотрите, они выдают такие специальные фартуки, чтобы вы не запачкались. Показываю еще раз. Вот так выглядит наш основной суп хот-pot. Здесь у нас плавают кокосовые чипсы, так сказать, дуриан, курица. Нам сделали вот такой вот соус спайси. Ну, мы готовы. Мы готовы. Первое будет... Давайте попробуем бульон. Слушайте, ну... На вкус сладкий. Необычно. 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 It's like unusual. Unusual. You not eat it every day. Мой фидбэк по поводу этого блюда. Оно не похоже, как все в Китае. То есть вы видите, это все healthy. Здесь можно сказать какой-то фруктовый суп, дуриан, кокосовые чипсы. Вот это я не знаю, это похоже на папайю. Ну, вкус такой свежих овощей, не жирный, не острый. Попробовать интересно. Я не могу сказать, что, знаете, это там самое любимое блюдо теперь мое, я хочу его есть постоянно, но я ем его с удовольствием. Такого нигде в Китае. Вера сказала, что это единственное здесь на острове, потому что здесь много кокосов, и они могут такое делать. Классно. Ставлю этому блюду, наверное, 6 баллов. Ребятки, чтобы сделать это путешествие по Хайнанью ярким, насыщенным, эмоциональным, я решил взять байк. Я люблю мотоциклы, 8 лет я езжу уже, у меня было 3 мотоцикла.
поэтому это моя такая слабость. Мотоцикл очень кайфовый, звучит, едет, он наполовину электро, наполовину бензиновый. Будем исследовать этот остров на нем. Короче, вот так вот ставится печать. Оп. И не отмажешься. Специальная такая у нас салфеточка. Такая процедура, ребятки, взятия мотоцикла в Китае. Это наш документ. Короче, процедура аренды у нас заняла минут 10-15. Я немножко прокатился, мы подписали документы. Смотрите, вот такой вот стильный байк. Едет вообще пуля. За счет электродвигателя просто топит не как чоппер. Я ездил на чопперах, ездил на литровом Харлей, но это что-то. Нам дали вот такие вот стильные шлема. Как будем сейчас спасатели. How your helmet is look? Ready to explore. Ну что, погнали, друзья. Смотрите, здесь такое электротабло. Включаю зажигание. QG Motor. So, не знаю, как он едет на дороге еще, но... Но звучит он бомба. Ребятки, виды здесь просто обалденные. Сейчас покажу. Вот так вот съезжаем с дороги, и нас ждет вот такой сейчас красивый вид. Мы приехали на первую локацию. Друзья, дорога была просто такая обалденная. Я ехал, у меня улыбка с лица не сходила. Я очень люблю мотоциклы. И вот мы ехали не быстро, типа километров там 80 в час, но вот это удовольствие от езды вообще, оно несравнимо. Это, друзья, водопад. Сейчас будет. Температура здесь достаточно жаркая на Хайнане тоже. Сейчас самый пик, август месяц. Но я могу сказать, что ощущается намного комфортнее, чем в Шанхае. Здесь воздух свежий. Вечером вообще возле моря было так круто. Да и сейчас вот я стою в теньке, нету духоты, приятный свежий воздух. Это очень радует, несмотря на то, что температура выше 30. По дороге вот встречаются коровы. Russian it will be корова. 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 Hi. Ну посмотрите, как здесь выглядят коровы. То есть это вообще не как корова у нас. Это китайская. Даже я бы сказал, даже это не китайская, это азиатская корова. В Азии также выглядят на Бали. В общем, вот такая дорога, прохладненькая, через лес. Классненько. Смотрите, какой интересный момент. Они делают надрезы такие на дереве, и это уже засохшая. Она просто как какая-то резина, вообще не рвется. Уже слышны звуки водопада. Мы на подходе. Пробираемся сквозь джунгли. Смотрите, это лесной орех. В общем, это такой полноценный маршрут для хайкинга. Там были слышны звуки водопада, но нет, его еще близко нет. Мы уже идем после этого минут 20. В общем, мы почти пришли. Вот водопад уже виднеется. Мы где-то идем по реке.
В общем, не знаю, честно, стоит ли доверять, просто какая-то труба, но вокруг нету ничего грязного, это дикая природа, поэтому можно попить. Только как пить? Тут напор такой. Попили носом, ртом, освежились, идем дальше. Уже точно видим водопад, мы на правильном пути. На самом деле мы немножко заблудились, поэтому путь казался такой достаточно сложный, и там пробраться вообще не все смогут. Но сейчас уже все четко. Здесь вот правильный маршрут проходит через такую аллею пальм. Очень много, они такие миниатюрные все. Стильно выглядит, смотрите. Вообще вокруг. И вот дорога. Друзья, мы наконец-то добрались до водопада, но есть момент, я утопил свой микрофон. Не знаю, слышите меня или нет, я нашел его сейчас в воде. Надеюсь, что он будет работать, когда высохнет. Проверим качество Раде. В общем, водопад достаточно такой не маленький, красивый. Сейчас будем купаться. Вода, правда, не холодная, если это та, которую я пил. Я люблю жизнь! И, ребятки, пока мы здесь купались, просто ни одного человека не пришло. Вот представьте, водопад, природа и никого. Никого. Купайся, кричи. Вода обалденная. Температура просто, не знаю, в такие моменты чувствуется, как ты перезагружаешься. Вот просто ничего не надо. Природа и наслаждайся. Я это вчера еще ощутил, когда просто ходил по пляжу. Мне этого не хватало полгода, пока я жил в Шанхае. Все-таки я природный человек и очень это люблю. Обратная дорога у нас будет по-человечески, не через кусты. Надеюсь, если мы не заблудимся. Вот сейчас здесь все четко. Вот так вот все подходят, хотят со мной сфотографироваться. Звезда китайская. Надеваю шлем и завожу байк. 从早上玩到现在吗？ Просто посмотрите на этот сансет. Я уже так давно не видел таких красивых сансетов. Просто что-то. Отражение еще в озере. Мы случайно проезжали на байке и это увидели. Вот такой у нас, друзья, королевский ужин. Это рыба. У нас тут закуски, лотос, лимонадик. И вот рис мы еще заказали. Вот такой вот ужин стоит 150 юаней. В общем, будем пробовать эту рыбку. Ход. Какой-то желатин. Непонятно из чего. Помимо рыбы здесь еще есть, вот плавают, видите, огурцы. Это такой вид тофу. В общем, рыба очень вкусная. Смотрите, сколько сверху чеснока, специй. Вы вот так вот отламываете кусочек рыбки палочками. И потом это вот так вот макаете в соусе. И потом видите. И китайцы говорят хэнхао чжи, что означает очень вкусно. Очень вкусно есть. Чжи это есть. Хэнхао очень хорошо. А если спрашивать, хэнхао чима, в общем, небольшой урок китайского языка. Вот это лотос, он очень популярен тоже в Азии. Такой хрустящий приготовленный. Он у нас есть и в рыбе, и в салате. It's a lotus. Lotus. You can try it. Из-за того, что все горячее, плюс еще острое, я чувствую, что у меня весь лоб мокрый.
под глазами из-за остроты. У меня такая особенность, у меня потеет вот здесь под глазами. Плюс еще губы. Все это жжет, но вкусно. В общем, порция очень большая получилась. Мне кажется, свободно 3-4 человека, даже не 2, как указано в меню. Очень вкусно. Очень вкусно. Это традиционное китайское блюдо. Его можно попробовать не только на Хайнане, в принципе, везде, где развиты морепродукты. В общем, с меня все течет, просто сопли, пот. Я тут обкашлялся уже. Это все с перцем, и это все варится. То есть постоянно, оно с каждой минутой становится все острее и острее. Сначала было окей, но я сейчас просто начинаю это пробовать чуть-чуть. Все. Вот эти горящие пары перца. Это жесть. Я на самом деле в Азии уже живу 2 года. Я знаю, что такое острая еда, но это что-то люто. Короче, с такой едой, мне кажется, в спортзал не надо ходить, потому что просто все выходит. Вы потеете, как при беге. Смотрите, у меня вот все стекает. Вот так вот по шее я прям чувствую. Хотя мы сидим возле кондиционера, здесь не так жарко. Но из-за того, что она острая и горячая, это улет. Смотрите, такие у них уличные барбекю. Здесь жарят морепродукты. Что у нас здесь? Курица. Смотрите, головы. Головы. Просто куриные головы на шпажке. Как насчет такого? Здесь шашлычок. Чига джуро, да? Мясо. Мясо, чига роу. Свинина. Янроу. Баранина. Баранина. Говорят по-русски даже, смотрите. Ага. Окей. Прямо так вдоль дороги стоят. Ребятки, я под таким впечатлением вообще еду. Просторы, красивейшая природа, знаете, так свободно, очень классные дороги. И меня поражает тот факт, что природные места, но здесь очень качественные дороги, ездят спортивные машины, кабриолеты, мотоциклы, Теслы, все виды машин, и при этом здесь пасутся коровы. Посмотрите, вот они, прямо возле дороги. Это как в Абхазии, вот в какой-то, да, где не супер цивилизованно, но при этом инфраструктура на высоте. Блин, обалденно. Посмотрите на эти пляжи. Посмотрите на эти пляжи. Просто вода голубейшая. Песок, белый песок и никого, просто, друзья, никого. Офигеть. Не знаю, я даже представить себе не мог, что здесь вот будет так. Посмотрите, вот посмотрите, что вокруг меня. Вокруг меня просто белоснежный пляж, берег моря. Здесь сзади хвойные деревья, нет людей. Вот так вот, чисто. Ну, несколько бутылочек вот тут с пивом вижу стоит, но я впечатлен. Вот, посмотрите, единственный сколько тут, 6-7 человек. Все. So you give me your feedback about this place. My feedback in English or Chinese. In English. It's a new place for me. I've never been here before. And nobody here. Oh my god, like a new island. Nobody found it before. Oh my god, love it. If you want to be naked, I think it's... Друзья, реально настолько пляж безлюдный, что здесь можно голышом купаться, загорать, куда-нибудь вот туда подальше отойти, и вы наедине с природой. И вот такой хвойный лес.
здесь. На самом деле тенек, я бы не сказал, что здесь вообще прям жарко. И это место не нужно искать, оно находится буквально 20 метров от дороги. И еще ни на одной смотровой нигде не нужно было платить за вход. То есть в сравнении на Бали, куда бы вы ни подъехали, всегда нужно заплатить за парковку, то, что вы ставите байк. Это, как считается, scenic area, типа смотровая у них отмеченная, и нигде никто ничего не стоит, никому ничего платить не надо. Пожалуйста, купайтесь хоть сколько, весь день проводите время на этом пляже. Сейчас будет готовить сок из тростника. Друг нам сейчас будет что-то делать. Пока вон я вижу лед и лимон он долбит. Так выглядит очищенный уже тростник. И он его через специальную машину вот здесь вот продавливает. И получается сок. Дальше уже интерпретации. Добавил тут льда, сахара, лимончика. И напиток готов. Not so sweet and Yeah, smell good. he add some lemon. Okay. Have a try? Просто остановились на мосту. И вот тут такое у нас. Еще одна, пожалуйста, смотровая возле дороги. Здесь у нас острова, красивый берег. Вдали острова виднеется. Тут красота. И здесь небольшой еще получается такой кемпинг. Там стоят какие-то шатры. Обед у нас на территории бассейна. Заказали доставочку. Все очень быстро. Принесли буквально за 10 минут. Пока мы вот тут... Я успел разок только искупаться. Такой чил. Это территория, получается, комплекса, где располагается жилье. Стоимость аренды квартиры вот в этом жилом комплексе стоит 20 тысяч юаней в год. Если по месяцам, то где-то 2000 он платит. И у вас получается квартира, у нас около 90 квадратных метров. Бассейн, территория, до моря буквально, не знаю, 1 минута, наверное, на байке. Минут 5 пешком. Прям первая береговая линия. Там 11-15 этаж. Вид на море. Обалденно. Смотрите, какое сегодня небо. Шикарное. А сейчас купаться в бассейне. Вода, конечно, супер теплая вообще. Не ощущается, что холодит. Хотелось бы холоднее. Чил, просто чил. По словам Веры, в этом месте, в этой деревне, больше отдыхают такие взрослые, пожилые люди, потому что здесь хороший климат, чистый воздух, много фруктов. А на самом деле здесь очень доступное жилье. Как я уже сказал, эта квартира стоит 2000 юаней в месяц. Соответственно, можно найти за 1000 юаней в месяц. А 1000 юаней это что? Это у нас меньше, чем $150 в месяц. Вы можете жить на берегу океана, есть фрукты, дышать свежим воздухом. Короче, круто. Честно, я бы сам с удовольствием здесь пожил какое-то время. Подумываю насчет переезда. Сделать небольшой отпуск. Байк кайф. Но настало время, друзья, сменить его на вот эту красивую черную Теслу. Будем путешествовать 2 дня еще на ней.
В общем, это Хайнань. Здесь все супер удобно. Ребятки, я покажу, как мы забронировали машину. Я был просто поражен ценой на эту машину и как все доступно. Мы даже не видели собственника. Он просто привез нам ее по нашему адресу, и мы заплатили за машину 530 юаней за 2 дня аренды Теслы. Там еще была включена страховка, чтобы вы понимали, насколько здесь все доступно, удобно. Это меньше $100, и мы будем... Я, честно, первый раз буду водить Теслы, в принципе, электромобили. Вот, я в предвкушении. Рассказываю, как забронировать машину через приложение Alipay и WeChat. Для этого есть сервис trip.com. Вот, здесь иконка дельфинчика. Можно здесь забронировать также билеты, отели и так далее. Все удобно. Я выбираю Car Rental. У меня уже включился перевод. Можно вообще на китайском это, но можно с помощью Alipay. Вот видите, кнопочка Translate. Можно перевести. Вот, пожалуйста, выбираете город, выбираете адрес и нажимаем поиск машины. Вот. Здесь информация на китайском, можно продублировать на английский. Вот у меня автоматически перевелось, но немножко съехал, поэтому я отключу китайский. Выбор машин очень большой. Пожалуйста, внедорожники, это вот электро уже пошли машины. Цены, видите, 65 юаней, 100 юаней в день. Есть более интересные машины, Mercedes, вот у нас Tesla, BMW, и видим цены. Вот у нас цена будет на 2 дня с учетом страховки. Вот 600 юаней будет арендовать, стоит у нас BMW. Пожалуйста, пользуйтесь. Могут возникнуть какие-то там по ходу дела вопросы, потребуется паспорт, регистрация, но во всяком случае через это приложение я заказал машину и все работает. Короче, нам оставили ключ от машины, но честно, мы даже не знаем, как ее закрыть. You know? Oh, wait, is my camera inside? Короче, смотрим инструкцию, как нужно закрыть Теслу. Сегодня второй день, и у меня просто улыбка не сходит с лица, друзья. То на мотоцикле ездил, вот так вот весь день. Вот эти виды, свежий воздух, морские волны, блин. Живя в городе, я не понимал, я думаю, что мне это не надо, знаете. Я долгое время прожил в природных локациях, получается, 8 лет Красная Поляна, это горы, 1,5 года на Бали, и переехал в большой город. Никогда не жил в большом городе. И я понимаю, что я все-таки такой природный человек. Здесь хочется, вот знаете, все, что было, какие-то все проблемы, все оно просто уходит. И ты вот чувствуешь вот себя вот в моменте. Честно, я пока даже не понимаю, сколько времени нужно, чтобы исследовать полностью весь остров. Что он огромный. Представьте, Бали, большой остров. Мы с товарищем ездили неделю вот так вот по кругу Бали, чтобы посмотреть основные достопримечательности. И то это было галопом. А Хайнань в 6 раз больше, чем Бали. То есть там 5000 квадратных километров, здесь больше 30. Сколько? Месяц надо, чтобы вот так вот галопом все объездить и посмотреть. Но на самом деле хочется задержаться на локациях подольше и просто насладиться, а не вот так вот спеша. Вот они готовятся к вечеру, выставляют уже пиво. И знаете, что я еще увидел только что? Что здесь есть дроп-зона, здесь прыгают с парашютом. Просто офигеть. Я вам не говорил, у меня 10 прыжков с парашютом, но у меня нет лицензии USPA, и я хочу ее получить. Надеюсь, я найду место в Китае и смогу продолжить заниматься этим видом спорта, потому что я был настолько впечатлен, когда я сделал эти первые 10 прыжков. Я не знаю, обучают ли здесь на категорию как раз таки, IFF обычно с нуля, потому что мне нужно сейчас опять с нуля. И как это делать с китайцами, я тоже не представляю. Это, правда, не парашютист, это с двигателем летают, но я видел прям парашютистов. Вон, смотрите, какие здесь машины ездят на острове.
Все современное, все новое. Те же байки. Посмотрите, все электро. Все электро. Даже вот там бабульки, которые там возят кокосы, тоже двигаются на электробайках. Чья-то такая Тесла стоит, смотрите. Мне кажется, сейчас будет у нас очень красивый сансет вот на тех камнях. Это буду не я, если в путешествиях пропущу сансеты. Я очень люблю сансеты, и за год жизни на Бали, и, типа, из 360 дней, наверное, был 250 дней на сансетах. Очень люблю, блин. Такой вот топовый спот для сансетов, вот здесь вот на камнях. Если бы чуть пораньше пришли, залезли бы повыше еще, но я понимаю, что уже и солнце вышло, уже все, точнее, зашло, и все уже красиво, и сейчас искать просто дорогу наверх уже будет не так красиво, поэтому решили на ближайшем камне засесть и уже наслаждаться. See the, how to say, firelight. Остров. Знаете, порой хочется что-то объяснить, но не знаю, что слова на английском языке. Я хочу сказать сейчас как гроза. Смотри, гроза. Ну, это гроза. Do you understand? Гроза. Is the storm on the sky, like an electricity storm, yeah. Grazza. Right? Yeah, it's okay. Зовут меня вот пиво пить. Сейчас я оказался не в туристической части, здесь находятся одни местные. И посмотрите, как выглядит здесь обстановка, где они ужинают, готовят. На самом деле, может, и для туристов, но здесь абсолютно другое. Уже больше похоже что-то на настоящую Азию. Тут какое-то мороженое делают с вот такими вот наполнителями. Что у нас здесь есть? Фасоль. Я не знаю, что это, зеленые, какие-то боба, желатинки. Очень странные странности, вообще какие-то типа макароны. Это сладкая штука такая. Непонятно, то есть вот захотите разобраться, что это такое, просто надо посмотреть, что едят люди и довериться вот этому дядьке, потому что ни фотографий, ничего тут нет толкового. Здесь у нас гриль. Гриль выглядит это вот так вот. Смотрите, какая курочка на гриле. Мне показалось, она аппетитная. Свежая сейчас будет по-любому. Опа, и они в каком-то ее соусе делают. И вот захотел попробовать тофу. На 5 юаней. Сейчас он кладет тофу. И давайте покажу, как отдыхают местные. Я вижу здесь очень много детей, которые играют в бадминтон, бегают, взрослые, какие-то турники, качели, танцы. Сзади меня играет Бонем. Вера рассказывает, что 20 лет назад в ее детстве было аналогичное. То есть один байк на 5 человек и веселятся, бегают, то есть компания друзей. Но на самом деле у нас, наверное, такое же было детство тоже. Сейчас что-то меняется. Но вот здесь еще остались такие традиции. Смотрите, какой баклажан аппетитный, жарится с чесноком. Сейчас будет обзор фруктового рынка. Расскажу вам, какие здесь есть фрукты, что сколько стоит, и возьмем себе что-нибудь на завтрак. Фрукты здесь интересные. Я не видел в Азии никогда вот такого фрукта. Я даже не скажу вам, как это называется. Вот это тоже похоже немножко на драгонфрут, но выглядит по-другому. Что-то типа джекфрута. Вот это джекфрут, это точно я знаю. Это джекфрут. Нам дали на пробу. Это вид маракуйи. Это у нас стоит 20 юаней.
Вот такая красная штучка 25. Типа маракуйи, вот 5 юаней. Это у нас похоже на личи, но, возможно, другое название. Я уже подзабыл, друзья. Короче, с меня такой себе блогер, блин. Не могу вам назвать название фруктов. В общем, как вы видите, с фруктами здесь проблем нет. Разнообразие очень большое. Цены адекватные. Не знаю, манго, вот смотрите, 5 юаней. 5 юаней за полкилограмма. Здесь все цены, кстати, в Китае, это называется дин. И дин, это у них мера в полкилограмма. И все фрукты, овощи у них всегда взвешиваются так. То есть вот килограмм 10 юаней, то есть сколько там? 130 рублей где-то, да? Короче, вот это почему-то очень дорогой. Смотрите, 30 юаней за полкилограмма, то есть 60 юаней за килограмм. Но я никогда такой не пробовал. Возьмем, мне интересно очень. Настало время позавтракать фруктами и рассказать вам, что же там было. Фрукты в разрезе. Но для начала хочу показать вам вид. Смотрите, какой вид. Это балкончик. Вид с 11 этажа. Давайте к фруктам. Это, понятно, у нас манго. Манго обалденный. А вот это фрукт. Просто запах, как какой-то огурец. Вот который был вот этот вот маленький, дорогой. Он очень похож на драгонфрут. Посмотрите, только он маленький и белый. Драгон на Бали он фиолетовый, большой и дешевый. Это джекфрут обалденный. Я его просто так люблю. У него экзотический вкус. Если не пробовали, must have. Ананас. В принципе, здесь, наверное, все. С вечера поставили заряжать машину. В общем, у них зарядочные станции прям на парковке, на территории, где мы живем. Все, 100%. Сегодня мы отправляемся в город Санья и еще одно природное место. Мы приехали в место, которое находится между городом Санья и Ваньнин, где мы живем, для того, чтобы подняться вот на вот эту гору. Но мы наверх не будем подниматься, потому что у нас еще весь день запланирован. Место красивое, как видите, пляж. Вообще ни одного человека здесь нет. Живописно. Подняться наверх. Можно тут и закат, и рассвет встречать. Сейчас на острове не так много людей, потому что считается не сезон. Самый сезон здесь с октября месяца и по конец февраля. Но я считаю, что пик будет это февраль месяц, потому что китайцы празднуют Новый год. Все собираются и выезжают куда-то, либо за границу, в ближайшие страны, такие как Таиланд, Вьетнам или остров Хайнань. В принципе, он очень популярен для всех жителей Китая зимой, потому что здесь тепло. Нигде в стране не так не тепло, как на острове Хайнань. Немного взрослых, пожилых людей отправляются сюда зимовать. Я считаю, что это классное место для зимовки. Я с удовольствием бы провел здесь несколько месяцев. Здесь даже вот продают кокосы. Особо, наверное, поесть вы здесь ничего не сможете купить, но напитки здесь есть. Очень странно, почему у них знаки, что нельзя купаться. И посмотрите, пляж, и везде на пляже камеры. Вот у нас камера раз, и вот у нас камера 2. Для чего? Непонятно. Постоянно что-то хочется, то и снеков, то напитков. Такие вот китайцы. Вообще еда для них очень важна. Мы подходим к Sunset Point возле храма Наншан Темпл. Это локация недалеко от Саньи города. В принципе, это все город Санья. Сейчас вам покажу, как это выглядит.
В общем, мы шли со смотровой, проходили дом, там сидело столько детишек, и они так порадовались. В общем, я с ними поздоровался и решил вернуться. Купили мороженое, и сейчас иду к ним. Короче, спрашивают у меня столько вопросов. Откуда я, что я тревел-блогер? Забавные дети такие. 哎，你们是一家人吗？ Let's go. 你好。Детишки довольные, в общем, все, собираемся, идем дальше. Бай-бай. Окей. Я пришел в очень уютную кафешку, которую нашел через приложение Xiaohongshu. Классно, тихо. Надеюсь, что будет вкусный кофе. Сейчас покажу вам дизайн этого интерьера. Чисто место в джунглях. Похоже очень на балийский стиль. На Бали много таких заведений. Вот здесь у нас прохладительные такие ванны. Практически во всех заведениях Китая, если вы хотите заказать еду, напитки, вот у вас на столе есть QR-код, вы его сканируете. И дальше выбираете, сколько человек. И вот выбираете напиток. Проблемка, конечно, с языком, но здесь такая есть функция. И можно это перевести обычно. Но почему-то сейчас нельзя. Хорошо, альтернатива. Можно воспользоваться приложением Alipay. И здесь нажать скан. Смотрите. Открывается такое же самое меню. Alipay больше, на самом деле, он... тут что-нибудь надо нажать. Обычно я нажимаю вот. И нажимаем Translate. И смотрите, сейчас у нас все меню перевелось на английский язык. Смотрите. Удобно. Выбираем милкшейк, выбираем кофе. Вот здесь вот горячие рекомендации. Соки, десерты, кофе. И рекомендации. Сейчас что-нибудь выберу. Кстати, важная информация, кто не знает, друзья, в Китае не работают сервисы Google, Инстаграмы, YouTube, ничего не работает. Многие люди даже не знают, что такое YouTube. У них свои социальные сети, свои площадки для размещения. И основная площадка типа Google нашего, это у них Baidu. Но сейчас практически никто не размещает свои услуги. Тяжело найти информацию о местах, красивых локациях через Baidu. У них все постится через Xiaohongshu. Это такая социальная сеть типа Инстаграма. Вот здесь вот я покажу значок, как она выглядит. Как пользоваться ей? Пишите в переводчике название либо на русском, либо на английском, то, что вы хотите посетить, переводите на китайский язык и копируете туда. Допустим, название города, да, Санья, там, Ванинг, в моем случае это было. И дальше уже показывают локации. Смотрите описание, часто в описаниях указывают название локации, где это находится, там, как добраться. Дальше можно посмотреть там, в карусели, допустим, по фото. И все основные топовые локации с примерами уже фотографий, либо видео, все здесь есть. То есть это номер один локация по достопримечательным, можно так сказать. И локация по еде. Кстати, здесь тоже есть еда, люди постят все. И те посты, которые набирают больше всего просмотров, комментариев, соответственно, они самые популярные. Вот, это такой лайфхак. И приложение для еды называется Dianping. Я расскажу о нем тоже. Приложение Dianping, с помощью которого можно находить лучшие места, рестораны. Здесь также есть достопримечательности. Выбираем город, в котором мы находимся. Обычно определяется по местоположению. Дальше первая вкладка, вот у нас Restaurants. И относительно нашей локации показывают самые популярные места. Вы можете здесь посмотреть рейтинги, вы можете посмотреть меню, средний чек. Вот, допустим, возле меня сейчас находится первая строчка, смотрите, 21 тысяча отзывов, рейтинг 4.2, средний чек 46 юаней, находится в 140 метрах от меня. Итак, можно посмотреть, что здесь заказать, какое блюдо самое популярное. Вот видим, что 750 человек поставили лайк вот этой лапше, 17 юаней стоит
вот это вот мясо. Дальше выбираем место. Если вы хотите что-то определенное, допустим, я хочу рис там популярный, я пишу на китайском, правда, но вы смотрите в переводчике, как это написать. Вот я пишу мифан, что означает рис. И вот мне покажет самые популярные места там с рисом. Пишите что-то другое, допустим, пишите русская кухня, вот ЛУОС. И вот у нас в поиске сейчас будет, вот видите, русская кухня. Также по популярности. Очень удобно, у них есть разные комбо-сеты. Этим приложением я рекомендую пользоваться по всему Китаю. Просто незаменимое. Каждый день я им пользуюсь. И вам рекомендую. В общем, если хотите находить классные локации в Китае, то пользуйтесь местными сервисами и будете в тренде событий. Хочу поделиться еще своим наблюдением, к которому я пришел вчера вечером, когда побывал в семье и пообщался с детьми. Знаете, вот в чем отличие я почувствовал Индонезии, Таиланда, да, и вот острова Хайнань. Здесь круто, развитая инфраструктура, можно ездить там на спортивных машинах, кабриолетах, супер дороги, но нет вот этого погружения именно в культуру, в страну, как в той же Индонезии, когда ты на Бали там едешь на байке, не знаю, видишь эти семьи прямо возле дороги, как они, не знаю, готовят там уличную еду, вот этот быт детей, не знаю, даже в аэропорт приезжаешь, у тебя уже сразу запах палочек, вот, и ты понимаешь, ты ничего не спутаешь, да, Индонезию там с Таиландом. Вот здесь я, может быть, пока я мало нахожусь, я не почувствовал эту особенность. Может быть, это особенность, то, что здесь спортивные машины, не знаю, кабриолеты и хорошие дороги в дикой природе, можно сказать, потому что остров очень большой. Здесь не так просто добраться с одной локации до другой, да. Вчера был в Санье, это просто город, не знаю, час от одного края ехал до другого. Просто все большое, и чтобы комфортно передвигаться, нужна либо машина, либо мотоцикл, не просто электробайк, как-то можно объехать, допустим, где-то там весь остров, когда маленькие. И что вам будет ближе, зависит от того, что вы хотите получить от этого отдыха. Вот. Ну, для того, чтобы полное впечатление сложилось и понимание, нужно здесь прожить, я думаю, как минимум месяц и погрузиться. Пока я здесь на днях всего 4, вот у меня такое было наблюдение. Я не почувствовал здесь вот какую-то такую особенность именно культуры китайской, потому что надо в какие-то более отдаленные нетуристические места ехать. И остается выбрать для себя любимую культуру, страну и возвращаться сюда на отдых, перезагружаться или продолжать исследовать новые страны, так как делаю это я. Почему? Потому что мне очень нравится узнавать новое, знакомиться с культурой людей, перенимать их традиции, обычаи на себя, забирать только лучшее. Например, если я понимаю, что мне не нравится это в этой культуре, я знаю, что в других странах это делают лучше. Конечно, я буду брать то, что мне по душе, и то, что мне нравится больше. Вот, я считаю, что путешествия очень-очень сильно развивают, расширяют кругозор, мировоззрение. Поэтому путешествуйте, совершенствуйтесь. И главное, все делайте в удовольствие. Ну что, погнали? Посмотрите, как красивенько, куда я приехал. Это такой отель на берегу залива с выходом в океан. И здесь пирс, куда я сейчас иду. Я думал, что людей будет меньше. Может быть, приду сюда еще на рассвете, если сегодня не будет. Просто немножко затянуто небо. Но я человек оптимистичный. Будем надеяться, что и закат тоже будет красивый. Очень много разных байков. В основном, кстати, вот эти все трехместные. Почему? Ну, видимо, потому что в нем
больше колес, и это безопасно. Китайцы, на самом деле, они вообще не про экстрим. Ну, то есть, где максимально безопасно, если где-то что-то там за ограждение залезть или перейти, что-то где-то они почувствуют опасность, это точно не про эту нацию. Ну, единицы люди, конечно, есть, кто любит экстрим, но если говорить про большинство, да, там безбашенные индонезы, или они считают, что русские все крейзи, просто все умеют там супер драться, прыгать, не знаю, паркур, звезды, то китайцы, конечно, все это с осторожностью воспринимают. Китайцы, конечно, любят фотографироваться. Вот смотрите, как они заморачиваются. Друзья, на острове Хайнань очень популярны новогодние фейерверки. Почему? Потому что в других местах Китая они запрещены. И здесь все, как говорится, наслаждаются этим. Но, во всяком случае, в Шанхае точно нельзя их запускать. И вот специальные такие стоят палаточки вечерами. Женщины продают то все. И вечером запускают они все. Вот меня угостили бенгальским огоньком для того, чтобы я записал вам это видео. Сейчас у меня ужин в такой стандартной кафешке, где есть местная кухня, разновидности рис, лапша, очень много всего. Стоит всего 30 юаней. 30 юаней. У меня здесь порция риса с говядиной и разные закуски. Вот такая вот тарелка закусок, сейчас вам покажу, стоит 7 юаней, рис 22. Вот, чтобы вы понимали, 30 юаней реально в Китае и в Шанхае, и на Хайнане можно обедать, ужинать. Очень вкусно, ничего замороченного, не острого. Посмотрите, такой обжаренный рис с овощами, с мясом и разные. Здесь, получается, у нас такие малосольные огурцы и картошечка. Картошечка холодная. Мне очень нравится. Вот можете посмотреть, насколько у них разнообразное меню. Всякие разновидности лапши с разными видами мяса. Можно острое, можно не острое. Выглядит это место вот так вот. Я пришел на основную вечернюю улицу деревни Ванинг. Это улица Фудкорт. Столы стоят прямо на улице. Здесь же вертели, я вижу, жарят уток прям с головой, с лапами, совсем, с гребешками. Это чисто китайские традиции. Здесь же морепродукты. Сейчас все сами увидите, в общем. Вот она какая, смотрите, курочка прям с хохолком и с лапками. Все как положено. Вот так вот выглядят эти вертели. Оп, забрал курочку. Здесь у нас свежие морепродукты. Выбираете, и вот вам сразу гриль. И их жарят. Так, посмотрите, что здесь. Сколько разновидностей разных морепродуктов. Это вот что-то уже замоченное в перце. Прям, видите, будет такое остренькое. И столы выглядят вот так вот. Берете, соответственно, еду, садитесь. Здесь достаточно тихо, спокойненько. Я, кстати, заметил, что у них, видимо, чем больше пива стоит на столе, тем считается лучше. Все оставляют на столе, и просто когда уже, знаете, вечер, там, спустя несколько часов, у них вот такая гора бутылок. Сколько они выпили, видимо, потом меряется. И, кстати, популярны еще вот такие десерты с разными желатинами. Здесь у нас, тут, я вижу, дыня, ананас, арбуз и разные всякие вот эти желатинки. Потом все это засыпается вот такой вот жижей со льдом. Не знаю, там, может быть, кокосовый какой-то сироп. Ну, на самом деле, достаточно вкусно, как десерт. Вот, пожалуйста, другое заведение. Все также сидят. Я единственное не понимаю, что у них за привычка. Вот, посмотрите, мужик показывает свое пузо. Они вот так вот задирают футболки и ходят с открытым пузом. И так делают многие. Раз. А сейчас давайте расскажу про пляж Ванинг и какие здесь есть активности, достопримечательности. Это место популярно серфингом. Здесь лучший серфинг на острове Хайнань.
Сейчас я, кстати, иду серфить. У меня есть опыт серфинга на Бали раз 20, но я, честно, не могу назвать себя серфером, потому что это сложно. И по мне, так, наверное, один из самых сложных видов спорта, которых я пробовал, чтобы вот так вот новичку сразу серфить, осваивать волны, нужно просто жить возле океана, иметь свою доску и делать это очень часто. Наверное, только в Хайнане я первый раз такое увидел. Посмотрите, вот такие розовые машинки, это типа дрифт-кары. Везде, в России у нас там в Сочи это плюшки, подушки, здесь тоже есть плюшки, но очень популярны вот такие вот большие машины. Я не знаю, как они на скорость, но они кажутся такими громоздкими. Это особенность острова Хайнань. Также вы можете здесь покататься на гидроциклах. Ну, в основном вот серфинг, гидроциклы и вот эти вот машины, плюшки, подушки. Есть еще дайвинг, но дайвинг больше в Сайнане и на одном острове здесь рядом с Ванингом. Здесь отличные волны, чтобы потренироваться, не нужно долго ждать. Смотрите, они практически сразу. Очень важно, когда вы начинаете учиться, чтобы дно было песочное. Допустим, на Бали очень много пляжей, где кораллы, рифы. Вы можете очень легко пораниться, порезать себе ноги. Это популярное. Но есть пляжи также, где есть песок, но их не так много. Здесь отличный песочный пляж, то есть здесь безопасно. Если тебя там замотает волной, ну, ничего страшного не будет, не знаю. Ну, может доской прилететь, но это должны быть прям сильные волны и должна быть глубина, прилив. Здесь глубина, я думаю, там, не знаю, по грудь, по колено, поэтому такого здесь не случится. Вон там под пальмой обучают серферов, как нужно в пене кататься. И здесь же, ребятки, на пляже, видите, приземляются парашютисты. Угу. Ох, блин, я вообще с удовольствием тоже прыгнул с парашютом сам. Короче, тут уже весь консилиум собрался, просто весь консилиум банды, чтобы подобрать мне доску по размеру. Small. I think I need 9 or 10, like this. More bigger. Да. В общем, беру доску побольше, договорился, если что, приду поменяю, если не подойдет. Аренда доски у них стоит 100 юаней, без ограничения по времени. Я договорился на 80. Короче, не знаю, что из меня выйдет сегодня, но надеюсь, покатаюсь. Ну что, я готов врываться в китайский серфинг. Делюсь своим фидбэком по серфингу. Честно, мне понравилось. Песочное дно, безопасно, в воде было мало людей, волны не сильно большие, вода, знаете, такая мягкая. Я думаю, что если следить за прогнозом, можно прям наслаждаться серфингом и с более хорошим опытом. Но для начинающих 100% здесь отлично. Смотрите, какая есть классная здесь дорожка для байков, гольф-каров. Здесь у нас поля, слева море, и я на электробайке еду. Много китайцев. Я еду на закат сейчас, вот на вон тот пирс вдали. Блин, красивый этот ролик с правой стороны. Кстати, небольшой лайфхак, как я арендовал вот этот вот байк. На самом деле нельзя его зарегистрировать, но на международный паспорт, только на китайский. Я просто в гугле, короче, будем считать, что я этого вам не говорил, но я вам это скажу. В гугле просто написал Chinese ID, и там мне выдал паспорт какого-то мужичка, я вбил его имя, и через 2 секунды у меня все подтвердилось, и я вот еду на электробайке под чужим именем. Надеюсь, я не сильно нарушаю закон. Красота! Какая здесь красота! Навигатор говорит повернуть налево. Смотрите, все в пальмах. Вот смотрите, тут не только дети, вон там 4 человека, по-моему, едут. Я, знаете, что сегодня видел? Едут 2 девушки на электроскутере, и которая сидит сзади пассажиром. У нее в руках в одной руке чемодан и в другой руке чемодан. И они едут вот так вот
вдвоем, и еще 2 чемодана везут на колесах. Первый раз такое видел. И после серфинга можно залететь в такой бич-клаб, называется он Дедека. Друзья, стиль обалденный, прям атмосфера, почилить, посмотреть закатик. Я очень голодный, надеюсь, что здесь вкусная кухня. Давайте попробуем, расскажу вам про цены и что здесь есть. Приехал мой ужин, пицца и бутылочка Хугардена. Стоимость моего ужина 130 юаней. Приятная атмосфера, классно почилить. Можно и днем приходить сюда на бассейн. Мне очень нравится на самом деле испанская музыка, вот такая энергичная. Наверное, следующий язык, который я буду учить, это будет испанский. Я уже к этому пришел. А пока практикую китайский. А это соседний ресторан. Здесь тоже уютно, красиво. Музыка на самом деле слышна вот с бич-клаба, где я был. Вот. Уютненько тоже. Вот они, два рядом находятся. Сейчас мы с вами находимся в другой части деревни Ванинг, возле островного вот этого городка, так сказать. Здесь такая же атмосфера, салюты, праздник каждый день. Здесь много серферов, супер популярное это место для серферов. Я не знаю, как здесь волны, наверняка лучше, так как здесь больше. Туристическая часть, здесь есть немножко жилья, на карте, ну прям, знаете, такой маленький островок. Что хотел сказать, тут такое происходит из-за того, что инфраструктура не сильно развита. Отключили просто свет на всем острове. Все это сейчас работают электрические китайские лампы. То есть основной свет выключен сейчас. И все заведения практически работают в таком режиме темноты. Это происходит типа раз в месяц. И вот так попало, что я приехал сюда поснимать, сходить в бары, посмотреть, как здесь устроена ночная жизнь. Потому что ночная жизнь именно здесь. Но, друзья, нет света. Я не могу ничего проверить. То, что сейчас с помощью этих ламп светится, я вам покажу. Дурианчик. Дурианчик — это хорошо. Жарко. Опа. И это отключилось. Короче, такая вот здесь обстановка. Здесь, оказывается, есть свет, поэтому покажу вам, ребят, как что выглядит. Но свет есть, но нет людей. Посмотрите. Короче, в общем, что я выяснил. Девчонки только недавно приехали. Она как один день здесь. Девочка, которая снимает, уже здесь 2 месяца. Живут, работают здесь. Я потихоньку так узнаю. Кто чем здесь вообще занимается. А? 我是俄罗斯人. В общем, место классное на самом деле. Не хватает просто здесь сейчас тусовки, людей. Видимо, побольше в выходные, я так понимаю. Потому что сейчас, ну, видите, вообще никого. Хотя выглядит очень стильно. Здесь ребятки катают в бильярд с фонариком тоже. Окей, hello. Просто прям на дорогу убегают шары. Чисто китайский стиль. Смотрите, у кого-то, в общем, есть свои пауэрбанки, и здесь просто тусовка, а справа вот такая вот темнота. И фейерверки, конечно же, просто везде. Посмотрите, это пляж. 1, 2, 3. Без остановок. Просто без остановок.
Короче, ребята играют с фонариками, света нет, играют вот в какую-то игру. Я не могу понять, что это за игра такая. Здесь уличный концерт на берегу моря. Вот, видимо, самая тусовочная часть на сегодняшний день. Громко играет музыка, здесь же сидят, ужинают, кто-то танцует, выпивает, на пляже салюты, здесь ездят байки, такая остановочка. Короче, и здесь закончилось веселье, просто вот сейчас несколько секунд назад все выключили. И была тусовка, нет, зато фейерверки остаются. Просто не сдаются, не сдаются. Ну вот так вот, сегодня весь вечер, друзья, весь вечер сегодня почти нету света. Вот так вот и живет этот город. Сейчас я буду пробовать местный, так сказать, н***тик. Это, я даже не знаю, короче, это популярно в Китае, его жуют и после этого весь рот становится красный. Сейчас мне тетя это порежет. Просто все делаем в темноте. I need to eat all of this. Итак, Вера первая пробует. Да, окей. Там вообще ничего красного нет, но, по-моему... А теперь мой черед. Сейчас мне там замиксуют. Окей. Короче, 这个 no， 可以吞，也可以吐，那个汁可以吐一点点，剩下一点点可以吐。这个可以？ Я не знаю, что ожидать вообще. Просто какую-то траву ем. О, меня походу начало накрывать. Короче, вот здесь это становится вот так вот тепло. Вау! Вот здесь стало тепло. Просто мне начало греть. Реально, офигеть, как это работает. Вау! В общем, очень странная штука, но она работает. Вот она вот такая красная получилась, хотя была белая. Я первый раз в жизни пробую эту штуку, и ощущения, я не ожидал, что будут такие. Меня просто через 30 секунд расслабило, и сейчас ощущение, как будто я выпил, не знаю, литра 2, наверное, пива. Вот можете представить, что вот это вот зеленой ягоды вот такое получилось? Ну да, посмотрите, какой стильный шашлычник. Пожалуйста. Здесь у нас кальмары, осьминоги. Похож на кота Базилио. За счет того, что здесь нет света и дым, просто кино можно снимать. Сегодня у нас на завтрак традиционные китайские блюда. Это прям место для завтрака на улице. Выглядит интересно. Я сейчас покажу вам, что едят китайцы. Ну, тут такой нон-стопом. Время 7 утра. Время 7 утра. Смотрите, что едят ребятки. Это у нас вот такой вот типа суп. Я тоже хочу его попробовать. Это называется дзяодзе. Такие булочки с мясом, которые точит этот парень. Это жареные пирожки. Короче, внутренности разные. Где-то есть мясо, где-то овощи. Вот эта вкусная штука. Она, посмотрите, с мясом внутри. Я ел такое раньше.
Так, что у нас здесь еще? Здесь еще... Здесь у нас такие вот с кунжутом. Это яйцо, ну, типа омлета, наверное. А у китайцев очень популярно варить яйца в чае. То есть, если вы увидите яйца вот в таком черном бульоне, то это вот яйца в чае. Для того, чтобы оплатить наш завтрак, я вот так вот сканирую код, ввожу сумму. Этот завтрак на двоих вышел нам 26 юаней. Ввожу свой код и все. 26 юаней. Плюс еще можно взять вот такое вот бесплатно, типа редиса, разные соуса, зелень, это, видимо, петрушка и лук. Вот, у них здесь не надо ничего ждать, вот здесь вот в этих таких кастрюлях, пароварках готовятся эти дзяодзе, баодзе, есть большие, маленькие, разные супы. Ну вот так все завтракают. Показываю, что мы выбрали для завтрака. Это у нас суп из тофу с соевым молоком. Он обычно добавляется еще к нему сахар. Попробуем. Это у нас типа дзяодзе, только это на пару. Это у нас как большая хинкальна, но посмотрите, с рисом. Что-то называется дзяодзе, что-то баодзе, но это не баодзе. Вот это точно дзяодзе, это как наши пельмени. Вот они, пожалуйста, с мясом внутри. Бывает с мясом, бывает с овощами, с креветками. Это обычно такой типа хлеб. Он отрывается, и я его буду макать в этот суп. Кстати, такой момент. В Китае люди никогда не говорят «приятного аппетита». То есть они просто могут сказать: пожалуйста, вот ешьте, ешьте. А если кто-то уходит из-за стола, они могут сказать «ман ман чи», что означает «кушайте медленнее». А после того, как поели, они говорят, могут спросить «шибаолама», что означает «ты уже полный», «ты наелся», и в ответ можно сказать типа «о, вот шибаола». Вот курс китайского от Андрея. Все, мы завтракаем. Друзья, восторженной речи по поводу китайского завтрака у меня не будет, потому что я его ем уже не первый раз. Но могу сказать так, что для нашей культуры на постоянке, я не могу такое есть там каждый день. Представьте, мясо, пельмени, жареный хлеб, все это на завтрак. Типа раз в недельку можно. На самом деле это необычно, вкусно. Если вам нравится еда, вы едите, можете сказать там повару, либо своим друзьям, с кем вы едите, можете сказать «хэнхао чи», что означает «очень вкусно». То есть все у них вот связано со словом «есть», это означает «чи». Вы добавляете уже разные добавочные слова. Я даже знаю почти все иероглифы «сяо ма», «цао цан», «дьен», что означает маленький ма, цау. Короче, маленькое место для завтрака, типа такого. Я большой фанат гор, поэтому самую живописную локацию оставил напоследок. Через приложение Сяохуншу мы выбрали красивое по фотографиям горное место и на машине отправились в путешествие. Дорога от Ванина заняла аж 250 километров в одну сторону, поэтому мы выехали рано утром. Но это однозначно того стоило. Так как в Китае много электромобилей, соответственно, должны быть везде зарядные станции. Так и есть. На каждой заправке в городе повсюду есть зарядные станции для электрокаров. Мы выехали из Ванинга в природное место, до которого ехать 250 километров. И так получается, что машина, которую я арендовал, это не Тесла, уже другая. Больше 200 километров не может проехать без подзарядки. Пришлось остановиться просто посреди дороги, не доехали 70 километров, и уже заряжаемся около часа. На самом деле это такой большой минус. Время тратится, и у тебя нет просто другой никакой альтернативы. Приходится ждать. Как выглядят у них зарядные станции? Вот посмотрите, здесь на 6 машин есть зарядка, и сделано так, что над этим навесом, я специально снял кадр с дрона, находятся солнечные батареи. Получается, они это все с помощью солнца вырабатывают, и здесь же отдают, и на этом зарабатывают деньги. В общем, так здесь построено. Видимо, просто это зарядная станция, это
Видимо, эта заправочная станция не супер развита, и здесь даже нет бензиновой заправки, то есть только для электро и всего лишь на 6 машин. В общем, вот так вот заправляемся и едем. Ох, ребятки, сейчас будет что-то супер красивое. Просто здесь просторы, впереди горы, мы подъезжаем к озеру, и я просто в восторге. Смотрите и наслаждайтесь. Вы просто посмотрите на это место. Какая долина! Офигеть! Вообще красота, ребятки! Я был, друзья, в похожих местах, но до таких мест нужно было пешком топать, знаете сколько? Здесь просто едем на машине, и никого нету, пар машин, офигеть! Здесь с этой стороны горы, с этой стороны уже озеро горное. Ну что, теперь вы понимаете, почему я выбрал это место. Мы ехали 250 километров, проехать пол Хайнаня. Посмотрите на эти красоты. Просто восторг вообще. Как будто, знаете, в недельном походе был и куда-то дошел до такого крутого места, а мы здесь подъехали на машине. И здесь везде можно ездить на машине. Офигеть, чисто природа, пасутся барашки. Блин, я такой любитель природы, друзья, вообще. В общем, решили сделать еще фотосессию. Локации, друзья, здесь просто топ. Yeah, good. В этом месте не только горы, здесь озера горные. Смотрите, самая красота. Я бы с удовольствием здесь провел пару дней. В палатке, остаться, барбекю, знаете, там пожарить что-нибудь обалденно. На лодке сплавать туда, вглубь озера. И наверняка вечером здесь еще звезды. Наверное, это одно из самых красивых мест, которые мы успели посетить за неделю отдыха на острове Хайнань. У меня уже завтра самолет. Приятные впечатления. Хочу сюда вернуться еще. Я представляю, какая здесь красота будет на рассвете. Мы останемся до заката. Может быть, еще закат даст своих красок. Ну что, как тебе? Очень красиво, я. Это просто какой-то подарок. Я так надеялся на красивый закат. Что сейчас вокруг меня, это вообще... Вера, короче, психанула, она захотела есть. Я говорю, давай дождемся заката. В итоге я ее оставил. Я ее оставил и сам кайфую. Ну как можно променять вот это вот на еду? Объясните мне. Как это можно сделать? И на ужин у меня будет сейчас вот этот вот сочный барбекю. Мне уже жарят New Roll, Ян Роу. Но барбекю это еще не все. У меня вот здесь лапша с говядиной, дяодзе и вот мой барбекю. Друзья, как все вкусно. Как все вкусно. Посмотрите, это просто мини такие шашлычки. И херша даже не чувствуется. Собрался сегодня поснорклить, но погода внесла свои корректировки. На улице начался просто тайфун. Ветрище, идет дождь, но я сейчас смотрю, в море кто-то купается, и я думаю, что надо покупаться. Ох, ребятки, это было лучшее решение — отправиться в шторм. В море вообще идеально поплавал, волны классные, прохладно идет дождь, но теплая вода.
В общем, здорово. И как вы думаете, когда я купался, вижу, идут двое туристов, понимаю, что это иностранцы. И познакомились, это русские ребята, парень с мамой отдыхают где-то неделю уже на острове. И были в Санье 5 дней, рассказали мне то, что там забитые пляжи, просто нельзя выплывать глубже, стоят ограждения, и китайцы в рупорт отгоняют людей. По сравнению с пляжами Ванинг, это вообще не то. Здесь свобода, дикая природа, как я вам сказал, никого нет. Поэтому я вам показал все самые топ-локации. Я даже не заезжал в Санью, потому что понимаю, это туристическое, коммерческое место. На моем канале только самый топ, друзья, самый топ. Поэтому цените. Вот смотрите, это последствия тайфуна. Просто витрины попадали, вот разбились стекла. Цветы вот все помялись. Все это время на острове Хайнань я жил у своей подруги Веры. Она живет вот в таком спальном районе. Посмотрите на вид. Квартира 90 квадратных метров. Практически на берегу моря. На 11 этаже. С шикарным видом, пляжем рядом, где есть серфинг, инфраструктура. То есть, понимаете, 2000 юаней в месяц, пожалуйста. Вот тебе пляж, каждый день серфинг, фрукты. Отдыхай, проводи здесь зимовку. Супер. Ох, ребятки, ну что, на этом красивом закате пора заканчивать мой выпуск про остров Хайнань. Надеюсь, смог вам показать все самые его красивые места, чем-то удивить, познакомить с китайской культурой. Поэтому, если вы еще не поставили лайк моему видео, обязательно исправляйтесь и подписывайтесь, потому что впереди много интересных городов Китая и других стран. Честное слово, мне очень нравится снимать, и я хочу делиться своей красотой, которую я вижу, путешествуя по разным городам и странам. Поэтому до встречи в новых выпусках. Пока-пока. Кат.